Приветствую вас, друзья, на нашем канале Топ Обзор, на котором я делаю для вас перевод реакций иностранных блогеров со всего мира на Димаша. Друзья, если вы впервые на нашем канале, то я очень советую вам ознакомиться с нашими другими реакциями на канале. И предупреждаю вас о том, что как переводчик я буду находиться в кадре. Все это для того, чтобы данное видео не заблокировали. Спасибо вам за понимание и приятного просмотра. Я София, я Нэнси, я Альма. Сегодня у нас Димаш, новый сингл «Омир». И сегодня мы смотрим Димаша. Сегодня мы будем слушать Димаша, потому что я просто поражена им. Мне пришло письмо, в котором меня попросили отреагировать на Димаша. Привет всем, с вами Эмма, вокальный учитель и профессиональная певица. Как дела? Это моя новая реакция на песню Димаша «Give me your love». Привет, друзья! С вами она, красотка Брит, и она опять реагирует. Да, сегодня мы смотрим реакцию на Димаша. Димаш. Никогда не слышала раньше об этом человеке и с нетерпением жду возможности уже углубиться в этот прекрасный мир голоса Димаша. И я ничего не знаю о нем. Моя первая реакция на Димаша. Меня зовут Андреа Сильвестров, и я раскрою вам эти вокальные детали, все то, о чем вы, возможно, не знали. Привет, добро пожаловать обратно на мой канал. Пришло время мне наконец вернуться к Димашу Кудайбергену. Привет всем, добро пожаловать на мой канал, с вами Вера. Текст и музыка написаны Димашем, и это интересно, потому что они довольно глубокие, и похоже, что он очень глубокий человек, который чувствует вещи очень глубокие, и эмоциональный человек. Мне нравится его вокал. Да, если ты используешь вокал, это очень хорошо, что Димаш потрясающе это делает. Действительно, хорошо иногда начинать с ноты, с определенной, не как у Бритни Спирс. Да? А когда ты исполняешь Бритни Спирс. Да, я сделал это снова, да. Так, мы не хотим слово это слушать, поэтому давайте лучше послушаем Димаша. Это довольно-таки мило, красивая вокальная такая история, да? Нотка. И, да, я очень заинтригована. Это очень красиво, друзья. Это прекрасно. Этот тон, который он так хорошо использует, требует такого большого контроля. Поэтому я всегда говорю людям, если тебе трудно понять технику, просто следуй тому, как тебе удобно. Ох, какой контроль! Идеальный. Итак, в верхней части этого раздела он переходит к B. Это вне моего диапазона, но это удивительно красиво, потому что он начал здесь как будто бы падать в нотах. Действительно интересно. Много певцов мужчин, у которых
которых голоса могут показаться хриплым в этом моменте. Но у Димаша кристально чистый голос. О боже, подождите, он звучал очень деликатно и тихо, а потом бац, и произошло вот это вот. Это очень неожиданно. Он стал петь низко, наращивал, и потом поднялся высоко. И так, что я только что прослушала вообще? Я вернусь немножко назад, потому что последние 5 секунд были для меня действительно неожиданными. Наверное, так я бы сказала. Это так странно. Мне нравятся новые краски в его голосе. Я думаю, что дело в языке, в другом языке. Казахский? Так, да. Я проверила, это казахский язык. Все верно. Интересные оттенки этого языка, знаете. Немного глубже они. Последний раз, когда я слышала его, это был мой первый раз, и я была просто демашифизирована, как будто бы, если вы понимаете, о чем я. Потрясающе. Вау. Он просто поражает меня своими изысканными нотами, своим контролем над всей динамикой. Просто поражает меня. Восхитительно. Что? Я просто начала... Вы видите, как у меня слезятся глаза, как будто бы я только что услышала что-то невероятное. Он берет нас в это путешествие по низким нотам. Здесь строит этот уровень мрачности, возможно, ожидания, но не напряжения. Подозрительной, пугающей манере, в смысле размышления, мрачного размышления. Он привносит воздушность, которая соответствует этой идее пения в его мечтах, как будто бы облако, которое парит над нами, знаете, он рисует это облако своим пением. И мы сталкиваемся с работами Димаша, история одного неба, например, как он решает эту потребность в мире, в нашем мире, несмотря на религии, национальности и тому подобное. Приятно видеть смирение человека, который может написать такую песню, и она до сих пор меня волнует, и я восхищаюсь ею. Я люблю это все, понимаете? Здесь, так, мне нужно послушать это еще раз. Вы только что слышали, как он это сделал? Его вокальный диапазон, он даже вот эти добавления цвета через динамики, через крещендо этой песни насквозь, вибрация в его голосе, а затем он как будто убегает от этого. Ох, это волшебно. Pretty! Oof!
Его голос такой мягкий. Так, подождите еще раз. Я еще раз должна это посмотреть, потому что это был глубокий голос. Так, вы не врали мне насчет этого певца. Wow. Сүйіктетіп сүюдер еткен көңіл қолас еткейден еліктен сырлары көп жалғаным. Так, прежде чем мы начнем, я забыла об этой песне, но я ее слышала. Я точно ее раньше слышала. И в этой песне он рассказывает о любви, и мне нравится его такое красивое мягкое вступление, вот это как будто урезанное фортепиано, этот гитарная инструментальная часть. Мансур очень хорошо играет, мне нравится, как они выглядят, их наряд, нравится возможность видеть их вместе, я так понимаю, это одна семья, но давайте посмотрим, что будет дальше. Жалғаным әр саған қоштарман самға бош арман ақ бұлттай арманға Еще Димаш, он известен своим сверхчеловеческим диапазоном, и прямо здесь он прошел с низкой такой грудью голос, и это очень красиво. Этот тон, который он делает, звучит как женский тон. И он сразу приступает к делу. Я подумала, может быть, он начнет с чего-то меньшего. Сразу с сильного голоса начал. Боже мой, у меня мурашки по всему телу. Мне нравится звучание этого языка. Очень красиво. Это действительно невероятно здорово, то, что мы сейчас видим и слышим. Димаш поет на своем родном языке, а затем еще немного больше такой современной поп-музыки добавляет, потому что иногда он поет очень драматично в некоторых вещах. Он поет очень драматично, очень громко, высокие ноты, более классический подход у него. И действительно приятно видеть его в такой сдержанной обстановке, где немного бегает какой-то риф, и он такой игривый, так скажем, много ловкости в его голосе. У нас очень красивая лирика. There he goes.
Мне нравится, как он постепенно наращивает импульсивность. Он подчеркивает определенные фразы, затем он отстраняется, чтобы создать этот контраст. И это очень мастерски. Мотив, мотив, Он просто продолжает это делать. Так, хорошо, я не преподаватель по вокалу, я не певица, но я как будто бы начинаю сходить с ума прямо сейчас, потому что то, как он перемещается между своим грудным голосом и своим обычным голосом, головным голосом и его фальцетом, это просто вау, друзья, я раньше не видела ничего подобного и не слышала. Это совершенно отличается от всего, на что я реагировала ранее. Без лишнего напора и мощности в голосе. Такая прекрасная подвижность, необычный характер, такой камерный, нежный, добрый. Продолжаем. Сколько людей внутри этого человека? Сколько людей внутри этого человека? Я не понимаю, потому что он может просто петь как птица, как будто бы, и держать голову вот так. И кто может так сделать еще? Кто? Я уже говорила об этом в последней реакции. Удивительно, сколько стилей он может дать вам в одной песне. И он здесь выдает намного больше. Определенный толчок. Кажется немного более попсовым этот выбор, который он делает. По крайней мере, очень вкусным, так сказать. И он отправляет нас в какое-то невероятное путешествие. Он начинает. Он голосом как будто бы смешивает множество многослойных образов, и именно это и делает его голос какой-то, он дает надежду мечтать, понимаете? Господи, это было так красиво. Ты вообще слышал, что он сейчас делает? Как ему нравится то, что он делает. И он-то хорошо менял сейчас стили. Подождите, давай вернемся на секунду. Эти ноты чертовски хороши, они похожи на... Я даже не знаю, что я хочу сказать. Вы знаете, как трудно добиться такой точности. Эти высокие ноты с этим маленьким звуком, который... Ладно, все это красиво. Давайте еще разочек. Да, ты прав, именно вот так все и происходит. Фу. Вау, он талантливый. А сколько вообще ему лет сейчас? Он выглядит очень молодо.
god! Что это было? Так, еще раз, я хочу еще раз испытать это ощущение. Это какое-то приключение для меня. Прекрасно, просто прекрасно. Арманның жолында мені қолдап өмір қалатпа. Avec le bon dessiné, ce quand deux filles, tu métamorphoses. Ох, как мне нравится эта маленькая часть, за которую он держится, и вы можете слышать этот язык его тела. Je sens quelque chose qui m'attire. Как он это сделал, вы можете услышать, что он уже начинает микшировать, и расположение немного смещается. Окей, это суперсильный смешанный пояс. Этот певец, он как будто поет в маске, и расположение его микрофона прямо наверху является прямым отражением того, что расположение находится на его инструмент. Так, мне нравится эта классическая народная песня, и исполнение вы можете прочувствовать его душу, солнце восходит, и как будто бы над казахскими землями, и я ошеломлена, знаете, вот этим новой песней, вот этой новой атмосферой, эти ноты эхом разносятся по всем казахским инструментам. Это какое-то безумие, его голос, он создает воображение. Вау, что это такое? Это божественно. Да, используйте весь резонанс этого грудного голоса. И посмотрите, как ему легко, он просто гуляет по сцене. Очень открытое пространство в его голосовом тракте. Тоқтам жоқ шіркін уақыттан ағын болған жылдар. Ох, вот это крылья, ничего себе. Он как будто бы сам по себе целая группа. Он может опуститься очень низко в нотах, может подняться очень высоко. Он может делать все, что угодно между этими вещами. Поэтому он, я не знаю, я реагировала на множество групп, и многие из них, например, группа Pentatonix Acapella, это, знаете, как один человек, который может сделать это все самостоятельно. Это удивительно.
Да, такие новые для меня и прекрасные звуки у Димаша, знаете. Его рот приоткрыт и немного дальше, чем обычно звук. Позиция звука. Я полагаю, чтобы удержать эту энергию внутри... О, мой бог, мне нравится. Давайте посмотрим дальше. Я имею в виду, что мне не следует быть настолько удивленной, но я как будто бы привыкаю к его голосу. Вау. Так, ладно, мне нужно узнать, что это была за нота, потому что он здесь не бездельничал, он взял эту ноту, и она была такой четкой и такой ясной. Позвольте мне так выяснить, что это за нота. Так, это фа диез 5, которую он легко взял в миксте. Даже для женского голоса это непросто. Я уже не говорю о мужском. А он берет ее прекрасно контролируемо. Никакого беспорядка здесь. У меня так много вопросов. На каком языке он говорит? Кто-нибудь знает вообще этого человека? И что это за человек? Откуда он взялся вообще? Что? Он чудо природы, может быть. И как он может так петь? Он не шевелится, как будто его дыхание настолько подконтрольное. Это страшно. Он робот. Да, он робот, я поняла. Все, мы все поняли, он робот. Идеально. Друзья, затем он идет и дает нам Редизе 6. Это как будто бы, я не знаю даже как это сказать, как будто он соскользнул с нее. О боже, он играет с нашими эмоциями прямо сейчас. Ох, это прекрасно. Сила в диафрагме, цвета, которые он привносит, вот эти устанавливающие линии, легкие, воздушные, плавные линии, этот силуэт, который он заполняет цветом, раскрашивает эту красивую картину, и она становится более-более заметной. Он, как вам сказать, очень талантливый. Ладно, так, в начале песни он играет в такие воздушные, красивые, высокие ноты, а потом переходит в нижний регистр. И потом кажется, что он использует больше грудной голос, и потом он просто переворачивает его, и это настолько красиво. Он невероятно поет. Мне нравится, как будто есть небольшой вибрато, который он использует в этом разделе. Послушайте, как будто он начинает с чистого листа каждый раз, потом добавляет немного текстуры, изменяет звук. И мне очень нравится, что он добавляет легкий небольшой вибрато таким образом. Ох, как это минималистично. Это моя любимая часть, например. Вот этот хриплый вверх, а потом этот риф. Я имею в виду, что небольшой отрывок, но он просто эксперт в этом отрывке. Как же красиво он умеет делать и создавать мелодию. Это действительно запоминающийся. Мне нужно очень много практиковаться, чтобы выучить эту часть.
почти играет на своем инструменте, как будто бы это визуальная подсказка. Часто певцы делали это во время тренировок, чтобы помочь визуализировать свой инструмент голосовой. Инструментальный риф. О, это так хорошо. Мне нужно это послушать еще раз. Так, там было так много всего, ребята. Во-первых, этот риф просто сногсшибательный. Затем он перешел в этот полный голос, а затем открыл... Он отодвигает микрофон, затем возвращается к этому звуку. Это мастерски. О боже, что же он творит? Это определенно тот же микс вау, который он сделал в легендарном спектакле SOS. Эта техника, конечно, непростая, невозможно играть полностью без какого-либо напряжения, и Димаш использует немного дополнительного напряжения, чтобы создать этот узкий звук. Переключение между разными позициями было абсолютно плавным, но опять же, мы не ожидаем от этого человека ничего другого. Для него это своего рода голосовой отдых. Очень небольшое напряжение и на самом деле расположение противоположно тому высокому миксу, который он только что сделал, но он этого не делает. Совсем лениво, но умудряется продемонстрировать свой вокал, а также ловкость с теми маленькими мелизмами, которые он делает. Armanın çalında ele kolda ve bir kulakma. Это настоящий художник, и он, знаете, люди рисуют это не так ярко, как Димаш, а он окончательно делает эту картину, знаете, и это акустическая гитара, это ощущение баллады, которое позволяет нам сосредоточиться на голосе певца, и текста, в которых я ценю вот эту красоту, которая есть в словах, и... Все очень спокойно, видите, без давления. Он лишь сохраняет характер песни и темперамент. Мне нравится это. Идемте дальше. Let's carry on.
Ох, блин, я не знаю, вы слышите, как будто он точно знает, когда отступить, когда вступить, эти моменты, и он пытается раскрыть всю силу своего голоса. Я не знаю, я сейчас нахожусь на краю света, я как будто бы нахожусь на краю света, друзья. Я не знаю, я переживаю, я переворачиваю эту страницу. Черт возьми, Господи. Так, секунду, ладно. Так, я сейчас в таком стрессе, в хорошем смысле. Я никогда не слышала об этом человеке. И он так поет, что я не знаю. Настоящий шоумен. Димаш настоящий шоумен. Это одна из причин, помимо его феноменального таланта, почему я думаю, что люди так связаны с ним. Он просто ловит каждое слово. Он поет невероятно. И люди верят каждому ему слову. Он отдается на 1000%. О боже. Он стоит на коленях, готовый оторваться от этой земли. Как же я это люблю. Это очень хорошая сцена. Очень грамотно, я бы сказал. Так, эй, подождите-ка. Это звучит, это... Как будто бы ты слышишь звук издалека, это не по-настоящему, как будто бы. Послушаем еще раз. Это громко, а потом происходит все больше. Это так красиво. Эта песня, она просто берет меня в какое-то эмоциональное путешествие. Вот эти аккорды, звуки меняющиеся, как будто, боже, это очень красиво, и его голос такой воздушный и восприимчивый, приятный на слух. Что это было? Что это такое? Это очень круто. Ох, вау. Мое сердце разбито, друзья. Нет нот, нет тона, просто немного вокала, чтобы по-настоящему передать это все. Немножко эмоций, такая крошечная частичка. Бог ты мой, мне нравится эта песня.
Это что еще такое? Я извиняюсь. Я должна была знать, что наступит сюрприз. Но что это было? Это даже не был человеческий звук. Мы находимся в совершенно новом уровне свистящего тона. Похоже, он там что-то сдвинул. Была ли какая-то нота, которую мы даже не услышали, или он не пел? Определенно происходит изгиб. Я думаю, это был D4. Но я сейчас говорю на финском языке теории музыки, так сказать. Я позволю под заголовку Анна заполнить этот пробел здесь. Oh my gosh. D8 с вибрато, друзья. Қай жерде бақыттың тұрағы, самғайды тасқалдағы. Ризамын мен саған, ғашықпын мен саған, аялаймын, бағалаймын, тағдыр жылатпа. Это грандиозный голос, который настолько феноменальный, что он только что сделал. Ребята, что он сделал ближе к концу? Это рычание в полную силу, возвращаясь к голосу Эйри. Просто действительно еще раз... Это технически феноменально, понимаете, как он контролирует свой вокал. Это способность переключаться, приносить все эти разные текстуры в этот один голос. Но с поэтической точки зрения, с философской точки зрения, или, осмелюсь сказать, просто он рисует здесь картину. Он настолько многогранен, красочен и соответствует тому, о чем он поет, потому что здесь мы говорим о жизни. Мне нравится, что он олицетворяет жизнь. Я полностью вижу его эмоции, как будто бы он чувствует все, о чем он поет, да? И эта песня на французском, я думаю, поэтому я плохо говорю на самом деле на французском. Он как будто чувствует все, о чем он поет, и это очень сложно делать. Он очень подготовленный. Махаббат бер маған тағдыр, жүректі қозғаған. Мне нравится эта динамика в вокале. Он идет постепенно вверх, движется и поднимает звук. Все это очень мягко и очень разумно, я бы сказала. Я думаю, кульминация будет необыкновенной. Давайте посмотрим. Жанымды жалын қарап, үзілмей бастаған. Сен жамасаң, сен любовь это Так, хорошо. Wow. Wowzers. Вау, это красиво. То, что он буквально начал делать смешанным голосом, только что. Он перешел к большему количеству резонансных масок. И это действительно вносит больше ясности тонального качества. Это было действительно пронзительно. И он взял эту ноту, а затем вверху как будто коснулся свистка. Просто коснулся свистка, друзья. Черт возьми, сколько цветов. У него ангельские крылья, и он имеет право на ангельские крылья позади себя, потому что это только он может так петь. И мне, не знаю, мне нужно, чтобы
Мне нужно понять, мне нужно себя ощутить, кто его обучил, откуда он, где родился и откуда он взялся. Мне нужно посмотреть текст песни, и вы должны мне прислать это все. Это очень глубоко, я не понимаю, как я жила без этого. Так потрясающе. И этот момент с прожекторами, он стоит на коленях и вроде так вытягивает последнюю нотку рукой. Просто и делает это очень с большим контролем. И вы можете видеть всю его боль, все эти эмоции. И это очень очаровательно. Ох, как он это делает. Это потрясающая оперная подготовка, которая поддерживает его все это время. Его голос такой сильный. О боже мой, что он делает? Господь милостивый. Очень грамотный вокал. Черт возьми, я извиняюсь. Я извиняюсь. Так, мы идем дальше. Мы просто идем дальше. У меня уже мурашки по всему коже, по всей коже от этого. Мне нравится эта фраза с носовым таким призвуком, я бы сказала. Вы можете видеть это. Очень прикрыто, очень сфокусировано, очень направленный такой звук. За носом как будто бы. Это звучит очень интересно. Мне нравится эта прекрасная чувствительность. Так, я собираюсь дважды проверить и убедиться, что это действительно та нота. Итак, верхняя нота там была D6, и это свистковый регистр. Для мужского голоса начинается около C6, так что он буквально просто затронул эту историю, координацию свистка совсем немного, и вау, вау, он сводит меня с ума. Он сводит меня с ума. Он на коленях, господи, он на коленях. Вы знаете, о, господи, когда в церкви вот это делают, когда он приходит туда, я не знаю, что она говорит, но это очень странно. Nah,
seninle kolsuz kaysın mağan Ömer. Он это почти как, знаете, письмо к жизни пишет, и мы видим это в текстах. Это письмо к жизни, ко мне, к тебе, к людям, к Богу. Боже, как же это правильно! Он раскачал мою лодку мечты, так сказать, и привнес в нашу жизнь вот эту невероятную атмосферу. Что здесь? Я не знаю, что еще можно здесь сказать. Это так красиво. Боже ты мой. Так, это было до смешного прямо красиво, понимаете? И это очень талантливо. Я чувствую, что собираюсь сказать, что для многих, для очень многих, как будто бы, я даже не знаю, это было великолепно, это было прекрасно. Невероятный артист. Просто невероятно. Ох, я аж засмущалась. Armanın çalında ele kolda ve bir kolatma. О боже мой. Ох, это было потрясающе. Он перешел из передового полицейского микс-голоса, как будто бы в суперпоясничный, суперсильный. Знаете, нету другого исполнителя, который бы мог объединить все свои способности, и он вложил свою душу в это выступление, и все это так необычно, вся эта атмосфера, которую он смог создать. Боже мой, у него такой божественный голос, друзья, все эти ощущения от песни. Мне бы хотелось знать, о чем он говорит. Боже мой, о боже мой. Это наш возраст, о боже мой. Мы понимаем, что это видео стало вирусным и таким известным. Я понимаю, почему. Я его фанатка теперь. Я присоединяюсь к его фан-клубу. И я думаю, сразу 3 фаната теперь. О, господи, что это было? Какая красота, о боже, он так осторожен с этими последними нотами, что вы действительно можете почувствовать эти эмоции в его голосе. Мы с вами являемся свидетелями отличного исполнителя. Боже мой, боже ты мой. Вот это, боже мой. Ну, теперь я знаю, кто такой Димаш. Через весь его вокальный диапазон действительно вот этих глубоких низких нот, и его высоких нот, исключительное овладение техникой смешанного голоса. Смешанный голос представляет собой смесь грудного и головного, и это позволяет плавно использовать весь голосовой диапазон, вы знаете, без каких-либо резких или заметных изменений в качестве звука. Это феноменально. То, о чем я раньше не догадывалась, как он умеет переключаться и преподносить все эти звуки, и это удивительно, друзья. Он так рисует картину, как будто бы любящего человека. И я слышу это в его песне, я слышу это в его голосе. Господи, сколько же жизни, души в этом парне, который пишет такие текста для всех, исполняет композиции с такой вот вспышкой. Он олицетворяет жизнь.
И он пишет письмо этой жизни, так скажем. И прекрасно, поэтично также сделал это философски, психологически очень корректно. Когда он брал вот эти определенные ноты, которые так похожи на настоящие, это, я не знаю, он создает такую атмосферу, и ты такой: вау, ничего себе, ты знаешь, как доставлять удовольствие, Димаш, это прекрасно. Какой прекрасный артист Димаш, он просто разорвал меня на мелкие кусочки, взял меня в какое-то путешествие всей моей жизни, как будто бы, и я вспомнила, с чем я сталкивалась в этой жизни, почему мне грустно, почему мы живем, почему мы умираем и так далее. Такие слова были, прекрасные ноты, которые он делал, вот эти строчки, он заставлял меня переживать это снова и снова, издавал такие звуки, которые я вообще, в принципе, раньше не слышала. Его низкие ноты, его высокие ноты. Почему ты заставляешь меня плакать, Димаш? Почему я плачу от этой песни? Просто она такая мощная, эмоциональная, его голос звучит так хорошо, и своего рода идеальное сочетание всех этих разных тонов, потому что они становятся более мощными. Оперный тон, он к концу только появляется, этот с хриплым вокалом, но мне все это нравится. Просто у меня такое чувство, оно особенное. Как будто бы он собрал все фрагменты воедино. И это заставляет меня задуматься об этой песне. Может быть, то чувство, которое у меня сложилось, это нечто другое. Это... Я раньше такого не испытывала, как будто бы. Разнообразие вокальной палитры этого человека просто невероятно. И, видимо, из-за этого я теряю свой английский. Я знала, что он потрясающий, но ему удается меня удивить. Красиво. Действительно, очень красиво. Ох, я влюблена, если честно. Друзья, если вам правда понравилось наше сегодняшнее видео, то я жду ваше мнение в комментариях. Поставьте лайк, ну и самое главное, не забудьте подписаться на наш канал Топ Обзор, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики. Если вы хотите поддержать мою работу переводчика, то все реквизиты вы найдете в описании. Спасибо вам и храни вас Бог.